Счастье, счастье, счастье летит. А мы его запускаем. Мы его запускаем в 23-й год. С каждым видео все больше и больше запускаем счастье. И посмотрим с вами неделя с 5 по 13 декабря. Мир принадлежит тому, кто не завидует, тому, кто не жалуется, и тот, кто не ленится. Вот такая неделя. Да, тебе принадлежит мир, счастье, радость, удовольствие. Вот это счастье, которое ты запускаешь тогда, когда ты не жалуешься, когда ты не завидуешь и когда ты не ленишься. Тогда тебе это счастье запускается и летит. Вот так. И мы сейчас посмотрим с вами неделя декабря. Первая такая полная неделя декабря. Ну, начнем, значит, с 5 числа Луна находится в знаке зодиака Телец. Луна в Тельце. Довольствие, радость, окружающие, успокоиться, расслабиться, что-то вкусное приготовить, как-то себя побаловать, понежить. Здесь очень домашняя, семейная Луна, и она здесь очень спокойная. Если возможность будет такая, в окружении своих близких, собраться и как-то, может быть, просто чай попить, кофе, может кто-то сможет на ужин собраться вместе, может быть, завтрак, но вместе отдать, потому что Луна здесь очень собирает всех близких вокруг себя. Это могут быть как в семье, это также может быть и в коллективе. Вот что-то такое взял на ланч для своего коллектива, угостить, ну, может быть, кто-то вкусным каким-то печеньем, кто-то, может быть, какой-то даже тортик. Вот просто, чтобы успокоить, потому что здесь Луна все просит сделать для того, чтобы ты сам успокоился и окружающих успокоил. Вот такое расположение Луны. 6 числа Меркурий. Меркурий, мы знаем с вами, что Меркурий – это наши мысли. Мы с вами состоим из мужская энергия, женская энергия и мысли. Куда мысль, туда жизнь. Как ты мыслишь, так ты проживаешь. Вот этот Меркурий 6 числа заходит в Козерог, в знак зодиака Козерог. Меркурий в Козероге. Не забалуешь. Вот так. Дело, слово уважай. Дело назначил – делай, слово дал – соблюдай это слово. Тут не расходится слово с делом. Оно здесь такое конкретное, оно здесь такое ограниченное. Ты, когда Меркурий, особенно когда прям заходит в Козерог, вот на этих первых самых сильных градусах, здесь нет, если я опаздываю, вот здесь не принимаются никакие объяснения. Не можешь, вот если ты пообещал, что ты должен прийти, ты опаздываешь, ты звонишь, я опаздываю, и тут Меркурий не позволяет, никакую причину мне не говори. Мы договорились. И, пожалуйста, уважай то, что ты, Меркурий, то, что ты сказал. Вот таким образом себя ведет Меркурий, смотрите, ведет себя так в Козероге. Требовательный, амбициозный, идеализирует все. Вот эта встреча самая важная, вот это дело, которое мы с тобой решили, оно самое важное. То есть все идеализирует. Вот такой Меркурий. Да, конечно, на таком Меркурии очень хорошо делать, начинать какие-то творческие проекты, слово дать себе самому. Дать слово, я себе даю слово, что я бросаю какую-то привычку. И ты потом, это настолько тебе резонирует, что ты не можешь это слово свое не уважать. Оно тебе заставляет вот в эту рамку. Ты сказал, вот делай. Ты пообещал, выполни. Вот оно тебя. Поэтому если кто-то хочет вот от чего-то отказаться, от какой-то привычки,
Кто-то, может быть, хочет отказаться от каких-то отношений, но его тянет, он не может, он думает, как бы вот это отвязалась эта мысль. Вот это самый лучший момент, когда на первых градусах Меркурий заходит в знак зодиака Козерог. Вот ты хочешь от какой-то мысли отвязаться, она тебя настолько, ты погряз в ней, она настолько тебя подавила, что она главенствует, эта мысль. Не ты живешь, а мысль твоя живет, а ты эту мысль обслуживаешь. Вот на таком транзите Меркурия в Козерог можно договориться самим собой. Следующее, 7 число. Растущая луна, конечно же, растущая луна, и она растет в знаке зодиака Близнецы, потому что 8 числа полнолуние в Близнецах. Сделаю отдельное видео по полнолунию, но могу сказать, 8 числа выстраивается два момента таких. Итак, полнолуние в Близнецах – это спонтанность, это много, просто фонтан энергий, идей, фонтан идей, таких художественных образов. Вот ты хочешь это выразить в литературе, ты хочешь это выразить в журналистике, ты хочешь это выразить со сцены, ты хочешь это всему миру рассказать, обсудить. И такая очень спонтанно. Тебя просто колоссальный выброс идей. Тебе много приходит разных идей, о которых тебе хочется рассказать, донести, показать. Очень хорошее, сильное полнолуние, о котором отдельно сделаю видео. Но в этот же день, 8 числа, Солнце, которое еще находится в Стрельцах, Солнце в Стрельце, любит там быть в Стрельце Солнце, огонь, огонь. И Марс, тоже огонь, который находится в Близнецах, там, где полнолуние. Они между собой делают напряженный аспект. О чем этот аспект говорит? Много хорошей аспект напряженный, но у тебя такой физический подъем, у тебя физической силы много. Она настолько ее достаточно какой-то, ты чувствуешь подъем, как будто бы ты можешь горы свернуть, и ты неоправданный, ненужный делаешь риск. Вот тебе кажется, я прям сегодня смогу столько дел сделать, я сегодня смогу столько, что ты не чувствуешь усталости и неоправданно идешь на какой-то риск. Поэтому тоже очень аккуратно, и это все в день полнолуния. Ментально, так как близнецами управляет Меркурий, ментально у тебя такой большой потенциал, выброс, хороший такой положительный выброс идей. Идеи художественных образов тебе столько хочется рассказать, сказать. И физически у тебя такой подъем, что он даже он лишний, его много. Ты не понимаешь, что ты что-то рискуешь. Тоже вот этот момент очень проконтролировать 8 числа. 9 числа Венера еще находится в Стрельцах. Но уже на самом последнем, потому что 10 числа она делает транзит тоже к Козерогу. Но еще находится в Стрельцах, и Венера в Стрельцах, мы с вами говорили, она там красавица. Она там малое счастье с большим счастьем. То есть Венере хорошо, но уже на последних градусах. Она уже одной ногой, считайте, сделала транзит. Что здесь делает Венера? Тоже напряженный аспект делает с Юпитером. Она находится у Юпитера, то есть она в Стрельцах находится, там, где управитель Юпитер. И вот она делает такую квадратуру перед самым выходом, она делает квадратуру. О чем эта квадратура? О чем эта квадратура? Потому что, делая такой транзит к Козерогам, Венера здесь знает, что она должна быть строгой, что она должна быть чистой, аккуратной, конкретной, не флиртовать, ни на что не отвлекаться. Она должна быть бизнес-леди. Вот такая бизнес-дама. И вот она делает с Юпитером, вроде как будто выстраивает квадратуру, которая говорит, я Венера, я все равно приношу удовольствие, счастье, наслаждение, радость, восхищение мною, но я должна стать на какое-то время бизнес-леди, бизнес-дама. Поэтому вот этот переход, ты как-то вроде немножечко хочешь себя
вот чуть-чуть все подсобрать. Никакой яркости, никакой заметности, никакого вызывать к себе взгляды. Нет, давай по делу. У нас с тобой очень много дел по Венере, это и финансы. Нам нужно с тобой это решить, нам с тобой это решить. А когда мы с тобой касаемся финансовых дел, здесь не до красоты. Здесь нужно подключать что? В Козероге голову. Следующее 10 число. Луна находится в знаке зодиака Рак, то есть у себя дома, и Луна начинает убывать. Когда Луна находится в Раке у себя дома, да, немножечко убывающая стадия делает немножечко тревожность. И эта тревожность такая слабая, немножечко какая-то искусственная, что вроде мне тревожиться не за что, но чтобы мне придумать, за что бы потревожиться. И это показывает тебе внутреннее твое состояние. Немножечко как будто вот в животе какие-то зажимы, немножечко как-то в желудке что-то такое. Но это абсолютно очистительный процесс. Так что Луна, которая находится в Раке, и она будет находиться и 10 и 11 числа, это такое хорошее, естественное очищение, которое может произойти. А если и, следуя этим подсказкам, самому помочь искусственно, может быть, кто-то специальный чай выпьет, кто-то какие-то другие свои употребит продукты, которые делают естественное очищение. Оно здесь очень хорошо впишется и очень хорошо отработает. Вот такая неделя. Конечно же, на этой неделе большое место будет занимать полнолуние в Близнецах. Полнолуние такое спонтанное, но очень продуктивное. Ты можешь хорошо самовыражаться. Но, конечно же, в первую очередь ты должен думать. А Марс, который сделает напряжение, этого же 8 числа Марс сделает напряжение между Солнцем и Марсом, там настолько сила тебе не контролируемая, что ты действуешь, ты делаешь. А потом начинаешь как будто бы как думать. Вот такой Марс, от Овнов такой Марс. Но в полнолуние все равно, это полнолуние в Близнецах, то есть управитель Меркурий, все равно это должно перевесить, должно. Сначала я очень думаю, но у меня столько дум, у меня столько предложений, у меня столько есть, что вам сказать. Не столько есть, о чем вам рассказать. Вот такое вот полнолуние. Абсолютно, конечно, оно будет лидировать на этой неделе, и мы к нему поближе туда сделаю видео, как к нему подготовиться, вот к этой спонтанности. Даже можно как-то за собой вот эти всплески идей, которые придут, даже можно за собой записать, потому что потом ты будешь думать, я же хотел, вот у меня же была идея, ну как же так, как же я хотел сделать, вот такой выход хороший я нашел, они могут возникать, эти идеи, и ты, если их не запишешь, ты можешь просто их ценность потерять, поэтому мы подготовимся. Но, тем не менее, полнолуние в Близнецах – это бронхи, это горло, это язык, это кисти рук, потому что записать надо, что-то записать надо. Оно немножечко будет давать о себе знать. Вот дает каким-то образом. Утром встал, как будто бы ты простыл. Ложился вечером, ничего, что-то вот горло, как-то вот бронхи, что-то уже... После первой чашечки кофе, после первой половины дня ты чувствуешь, ничего нет, все нормально. Как-то вроде дало о себе знать, а тут же отошло. Будут вот такие маленькие явления, которые мы с вами будем наблюдать. Ну, вот такая неделя, которая... Мир принадлежит тому, кто не завидует, кто не жалуется и кто не ленится. Вот здесь нет зависти, нет жаловаться. Когда ты жалуешься, ты очень много себя блокируешь. Потому что ты только в жалости. Мама плохая, бойфренд не так ответил, ребенок не слушается, на работе начальник плохой. И вот когда ты в этих жалобах, ты вообще ноль, ты никто. Вокруг тебя одни жалобы. То есть какой мир тебе принадлежит? Ничего тебе не принадлежит. Тебе принадлежит весь негатив. От кого? От самого себя. Не завидовать, не жаловаться и не лениться. Вот такая неделя. И мир будет, и неделя, и весь мир будет принадлежать тебе. Но вижу Розану, слышу такие слова, запускаю счастье. И, конечно же, ставлю счастливый лайк.
Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за подписку. Становитесь спонсорами канала. Поддерживайте канал. Бесконечно вас всех уважаю. И радость, счастье принадлежит тому, кто никому не завидует, не жалуется и не ленится. Обнимаю вас.